Опа, поклевочка, ничего себе. Потопил прям. Эх, повел камыш, куда ты? О, карасик хороший. Так, повел опять. Опять поклевка на дальнюю удочку. И опять, наверное, карась. Да, и хороший карась. Добрался наконец-то. Карась трется вовсю. Везде по камышам всплески. В кустах. Это карась. Карась пошел на терку. И с этой стороны тоже он плавает под самым берегом. Камыш ходит туда-сюда. Друзья, всем привет! Конец апреля. У нас наконец-то потеплело. Настоящая весна. Все распускается, цветет. Приехал порыбачить на карася на один из водоемов недалеко от дома. А карась пошел весь на терку. Все прям бурлит тут под берегами. Рыбачить буду с берега, на поплавочные удочки пробовать. Сейчас хочу найти место для начала, где я буду рыбачить. Пройдемся вдоль берега, посмотрим, может где-то получше есть место. Если нет, то остановлюсь на этом месте. Место вроде бы неплохое, но могут быть зацепы и обрывы. Ну тут такое, я вам скажу. Вымостка, конечно, не очень. Можно поплавать. Да и камышей тут поболее. Да, наверное, все-таки остановлюсь на первом месте, куда я и пришел. Волны пока на водоеме нету. Основной водоем весь с той стороны, с правой. Водоем большой, рыбы много. Ну, в основном здесь карась. Карась, окунь, плотва. Есть карп, но немного. Линь есть также. Вот, может, получится линя еще половить. Это если повезет. Взял с собой удочки поплавочные для ловли на дальний заброс.
Так, одна есть. Сейчас еще одну достанем. Ого, такие поплавки, чтобы хорошо было видно, большие. Из наживки буду использовать червя опарыша. Раскладываюсь, забрасываем снасти и посмотрим, будет клевать карась сегодня или нет. Самый главный атрибут. Удочки есть. О, отлично, красота. Сейчас, наверное, я сразу заброшу снасти и потом уже прикормлюсь. Попробую сначала на червя. На червячка. Сразу расскажу вам за снасть. Леска у меня стоит 0,2, а на другой удочке 0,18. Крючок 6 номер на карася, подпасок где-то сантиметров 15-20 от самого крючка стоит грузик. Основной грузик, поплавочек и стопорки для регулирования глубины. Удочки у меня фирмы Флагман, 4-метровые. Очень удобно рыбачить вот в таких вот заросших местах на такую снасть. А глубина в месте ловли где-то примерно 1,5 метра, не больше. Комаров пока не вижу. Красота. Но сегодня ночью 6 градусов было. С утра, когда я выезжал. Днем обещают до 25. Буквально за неделю все распустилось, да даже быстрее. Все пораспускалось, зацвело, запахло. Настоящая весна. А неделю до этого был снег, -5. Практически всю неделю. И вода вот, буквально за 3-4 дня вода прогрелась, и вся рыба пошла на нерест. Так, пробуем. Опа. Ну и нормально. Пускай постоит пока. Посмотрим, понаблюдаем. Так, опа. Вот туда. Так, ребята, поклевка. Только забросил. Что-то клюет. Это вот такой вот окунь. Я как бы и не сомневался, что это окунь. Или ёрш. Плыви. Может, подойдет и покрупнее рыба, чем окунь. Угу, отлично. Одну снасть забрасываю подальше, а одну поближе к камышу. Глубина примерно одинаковая, что подальше, что ближе. Тут как оно получается, как ровное плато. Замесил прикормку. Пахнет. Да пахнет непонятно чем, но... Ух ты, какие ройки. Вон, смотрите. Недалеко от камыша. Так, прикормимся.
Пару шаров заброшу туда, пару туда. Так, и сюда. Отлично. Поклевочка. О, карасик. Ничего себе. Опа. Опа. Ого, какой. Вот такой вот парень. О, повел. Ну давай. Есть. О, тут сопротивляется серьезно. Да долго ж так клевал. Хороший карась. А ну-ка. Вот такой. Кстати, уже без икры. Икры нету. А может, это и самец даже. Отличный карась. Водил что-то. Опа. Плыви. Это уже второй карасик. Червя не меняю. Вроде бы этот еще шевелится. Попробуем еще раз на него. О, отлично. Выбираю ориентир на противоположном берегу, чтобы все время забрасывать в одну точку. Плюс-минус там сантиметров 30-20. Ой, повело что-то. Еле-еле. На ближнюю удочку. Есть. Что это у нас? Карась. Небольшой. Еще один парень. А, какой ладошечный карасик. Маленький. Иди. Поплавки и на одной, и на второй удочке ходят туда-сюда, туда-сюда. Но завершающей поклевки пока нету. Весной до июня месяца я обычно всегда рыбачу на водоеме в тех местах, где меляки. Такие места стараюсь выбирать подальше от русла. Рыба пока не отнерестится, пока уже конкретно вода не прогреется, рыба всегда больше находится, питается в тех местах, где небольшая глубина. Там быстрее поднимаются водоросли, вырастают, больше корма, и в таких местах больше шансов попасть на хороший клев любой рыбы, не только карася. Так, повел опять. Опять поклевка на дальнюю удочку. И опять, наверное, карась. Да, и хороший карась. Угу. Хороший лапоть. Да стой ты. Опа. Во какой. Хорошие карасики. Дергал. Пока с вами разговаривал, и поклевка произошла. Опять поклевка на ту удочку, которую я забрасываю дальше. И, кстати, и карась крупнее клюет. Вот из-за чего я и взял удочки со снастью для дальнего заброса. Поклевки до каждых 5-10 минут. Рыбка подошла и на прикормку, и с наживкой я угадал. Летом карась покапризнее. Сейчас он клюет получше, чем летом. Легче его уговорить на поклевку, скажем так. Вот отлично. Опа,
поклевочка, ничего себе. Потопил прям. Эх, повел камыш, куда ты? О, карасик хороший. Вот это уже кабан клюнул. О, карась. 350-400 грамм точно. Возле поплавка много пузырьков, роется кто-то. Ну, это карась. Я в то место как раз забрасывал прикормку. Вот он роется. Поплавок ходит туда-сюда, туда-сюда. Снял с себя уже пару клещей. Сейчас резко потеплело. И клещей просто уйма. Так, надаль пошла поклевочка. Опа. Да резко повел, без поклевок, без ничего. Небольшой карась. Поменьше. Ой. Какой-то побитый карасик. Карась клюет весь без икры. Уже который, наверное, отнерестился или самец. Так, одеваем червя чулком. Во. Так. Ловись, карась большой и очень большой. Мелкий нам не нужен карась. Снасть, которую я забрасываю ближе к берегу, работает очень редко. Была только одна поклевка. Еще минут 15 до 30 минут понаблюдаю, посижу. Если поклевок так и не будет, то буду забрасывать на такое же расстояние, как и ту, на которую у меня чаще всего поклевки. Поклевка на дальнюю. Ой, хороший карась. Хороший. Водил и клюнул все-таки. Такие все одинаковые. Хорошие карасики. Так, буду обрывать, наверное, вот так вот, по полчервя цеплять. Отлично, главное попадать в одно и то же место. Вот на дальнюю удочку опять начались поклевки, только забросил. Туда-сюда поплавок ходит. Опа. Ух ты. Ух. И сошел. Ёлки-палки. Посмотрите, какие там пузыри пошли. Поклевка на дальнюю. Опа. Повел в сторону. Карасевич. Куда ты в камыш хотел, да? Хитрюга. Небольшие карасики начали клевать. Ну и то ладно. Раздеваюсь понемногу. Жарко, ужас. Наверное, градусов 25 уже. Выезжал было 6, наверное, или 7 градусов тепла. Такой прекрасный день. И шахеды летят.
Пошел. Очень высоко. Среди рыбаков бытует такое мнение, что в период нереста рыба не ловится, либо ловится, но очень плохо. Вот вам прямое доказательство. Рыба ловится одинаково. Что в период нереста, что после него, что перед ним, перед нерестом. Главное, как обычно, это золотые два правила в рыбалке. Выбрать правильное место ловли и подобрать нужную наживку. И вы всегда будете с уловом. Повел, есть. Ух ты, а что это за рыба у нас такая? Так, а это у нас... А это у нас, ребята, амурчик. Смотрите, какой маленький. Его отпустим. Амура. О, какой малыш. Плыви. Уже было несколько поклевок на эту удочку. Ведет резко в сторону. Явно не карась. И я его не могу никак подсечь. Делаю подсечку, а на крючке ничего. Опа, есть. Наконец-то я его подсек. Кто ж ты такой? Ого, хороший карась. Это был карасик, я думал, линь или карп. О, удрал. Это уже была, наверное, третья поклевка. Вот там, где ройки, ближе к берегу. Я думал, это или линь, или карп. Оказалось, карась, но только крупный. Дотащил до самого берега, практически его он сошел. Перепробовал разные я наживки, и опарыша, и тесто, и даже кукурузу цеплял на крючок. Но клюет только на червя сегодня. У меня тут еще прикормки осталось. Немножко. Зараз подкормимся. Подзовем Карасевича. Вот туда. И туда. Так, поклевка, поклевка. Ух ты. Сошел опять. Прозевал. Кстати, ближе к обеду начинает лучше клевать на ту удочку, которая ближе к камышу. На дальнюю поклевки все реже и реже. Есть. Есть. Хороший карасик. Такой же, не маленький. Ого, зверюга. Да стой ты. О, Карасевич какой. Плыви. На живого червя поклевки, конечно же, получше. Поэтому червей часто я меняю. Главное, чтобы он был такой активный. Извивался, дергался, вот как сейчас. Есть.
Хороший карасик. Опа. Красавчик. Уже скоро обед, а он клюет и клюет, и клюет, и клюет. Даже чая не могу попить с бутербродами. Опа. Отлично. Опа, есть. Еще один карасик. Одни караси клюют. Ну правда один еще и этот амурчик клюнул, но маленький. И только забросил и сразу поклевка. Сразу повел. Есть. А я думал, сошел. Ждал, пока он поведет дальше. Но он сидит уже. По чуть-чуть там туда-сюда водил. Я решил рискнуть и сделать подсечку. Вот такой красавчик на крючке. Плыви, дорогенький. Опа, есть еще одна поклевка. Ой, вот это клевище. Клев. Класс. О, это побольше. Вот это клев. Сразу на две удочки. Опа. Да карась весь хороший какой. Такой грамм по 300. Да, забыл же вам показать прикормку, какую я использую сегодня. Сейчас заброшу удочки, покажу вам. Вот такая вот бомба. Прикормка бомба. Опять поклевка. Есть. Опа. И на вторую пошла жара. Сразу два карася, смотрите. Ё-моё. Ладно. Тут пускай поплавает. Сейчас этого достану. Сразу два карасика. Так. Сегодня поплавай. Опа. Сидит еще. Сидит. Во, карасевич какой. Молоко течет, видите? Кстати, пупырышки вот такие вот сверху, на голове, на жабрах, бывают только у самцов. У самок нету пупырышек. Это брачный наряд карася. Решил чая попить с бутербродами. Сразу два карася клюнули. Достал, даже удочки пока не забрасывал. Попью чая, остыну. Вот такая красота тут рядышком возле берега. Такие красивые цветочки. Еще порыбачу минут 30, может около часика, и буду собираться домой. Ну невозможно. Жарко. Просто ужас. Жарище. Еще пару карасиков поймать и хватит. Отлично. Поклевка. Вот еще один карасик. Поклевка есть. Есть карасевич.
сюда, дорогой. Вот он. Башкетник. Так хорошо карась клевал. Клевал. И резко поклевки прекратились. Наверное, пора собираться домой. Я там карася наловил более чем достаточно. О, да нет, клюет. Дергает. Опа, есть. Ох, куда ж ты повел? Вот, хороший. Хороший Карасевич. Есть. Ого, какой парнишка. Красавчик. Все, забрасывать эту удочку не буду, снасть. Буду сматываться потихоньку. Хватит на сегодня. Покажу сейчас, сколько я поймал. Во. Ну, это половина из того, что я поймал. Где-то тут дырка. Прорвал садок. Во, смотрите, какая дыряга. И вот он сюда весь сбежал. Тут еще одна маленькая, но эту навряд ли. Это вот садок порвал карась сегодня. И был целый. Вот такого плана садки не рекомендую вам покупать. Лучше железный, либо капроновый. Поклевка. Клюет. Сейчас вот это поймаю еще одного карася и все, и точно собираюсь домой. Ну давай уже, клюй побыстрее там. Опа. Ну давай. Туда-сюда мотыляешь. Есть. Карасевич. Давай. Хитрюги. Порвали мне садок. Удочка уже сама складывается. Пора собираться домой. Хватит на сегодня. Так. Пускай тут попрыгает. Фух. Тенек, красота. Все, надоело мне сегодня рыбачить. Карася наловил в волю. Если бы не дырка в садке, то там бы было, наверное, килограмм бы под 6, если не больше. Многие рыбаки в такой период времени не рыбачат, думают, что клёва не будет или будет совсем слабый клев. Ну вот, пожалуйста, в данном видео я вам показал, что без разницы рыба, что до нереста, что во время нереста, после нереста будет клевать. Главное найти место, где она находится в данный момент времени, и правильно подобрать наживку. Пишите, ребята, комментарии, ставьте обязательно лайки, подписывайтесь на канал, кто не подписан. Всем пока!